Пока мы не ушли так далеко, но уже можем пообщаться на тему памяти, внимания и раскрепощения, я хочу посвятить отдельное видео «Зачем я здесь и зачем тебе нужно меня слушать и слышать». Привет, меня зовут Ольга Шурстина, и здесь я рассказываю про актерское мастерство не для актеров. А что если я актер, мне что, нельзя смотреть? Заходи, гостем будешь. Смешная шутка. Начнем. Для начала разберемся в профессии актер. Актер – это тот человек, который перевоплощается в разные образы. Я артист больших и малых академических театров. Он играет в театре, выступает в цирке, снимается в кино, видеоклипах, рекламе. Актер – это тот человек, который многие годы потратил на то, чтобы уметь владеть памятью, вниманием, эмоциями, физическим аппаратом, уметь красиво говорить, верить в то, чего на самом деле нет или было давно, или было придумано. Актер умеет заставить ему поверить. Хороший актер. Теперь рассмотрим, какими качествами обладает актер, и сразу решим, нужны нам эти качества или нет. Умеет легко сходиться с людьми, умеет работать в команде, умеет выступать на публике и не бояться сцены. Отличная память, ораторское мастерство, обладает творческим мышлением, физическая и эмоциональная выносливость, трудолюбие, уверен в собственных силах, энергичность, стрессоустойчивость, наблюдательность, решительность. На этом список не заканчивается, но давайте уже подсчитаем, сколько и какие качества нам пригодятся в нашей жизни и в нашей деятельности. Даже не знаю, надо подумать. Хорошо, немного расшифруем каждое из них. Легко сходиться с людьми. У актера нет постоянной работы. Новый проект, новые люди. Чем быстрее получится найти общий язык, тем быстрее и слаженнее пройдет рабочий процесс. Работа в команде. Никогда не бывает так, что актер в проекте один. Даже если он снимается или играет спектакль один, то всегда есть те, кто это организовывает. И здесь, как в первом случае, чем быстрее найден общий язык, расставлены приоритеты, тем интереснее и качественнее процесс. Выступать на публике и не бояться сцены. Многие из вас уже наверняка знают, что такое публичное выступление. И наверняка из вас кто-то это либо не любит, либо мандражирует каждый раз. И это, кстати, нормально. Фобия публичных выступлений – это частое явление. Каждый актер, артист всегда волнуется перед выходом на сцену. Всегда. Но только они умеют снять напряжение и знают, как каждый раз перед выходом на сцену побороть этот страх или волнение. Отличная память. Как мы уже с вами говорили в предыдущем видео, актеру каждый раз нужно запоминать очень большой объем текста. Именно поэтому они и во время учебы, и после всегда тренируют свою память. Ораторское мастерство. Мы ненавидим театральность в театре, но любим сценичность на сцене. Голос должен петь в разговоре и в стихах, звучать по-сценичному, а не стучать, как горох о доску. Писал Константин Сергеевич Станиславский. Важно не только красиво и четко произносить слова. Через мастерство говорить актер умеет донести до зрителя черты характера персонажа и его внутренний мир. Творческое мышление. В первую очередь творческое мышление актеру необходимо, чтобы добиться чувства правды на сцене. Чтобы, например, мы видели не Роберта Дауни-младшего, который играет Шерлока Холмса, а Шерлока Холмса, которого играет Роберт Дауни-младший. Физическая и эмоциональная выносливость. Актеру часто приходится жертвовать личными интересами и отдыхом, потому что у него нет 8-часового рабочего графика, и часто одни съемки или выступления накладываются на другие. Поэтому без физической и эмоциональной выносливости сложно выдержать большие нагрузки. Трудолюбие. Стремление много и усердно работать – обязательное качество для актера. Нужно очень хорошо стараться, чтобы не ты искал, где сняться или сыграть, а тебя искали. Уверенность в собственных силах. Представляете, актер прошел кастинг, начались первые съемочные или репетиционные дни, и актер такой говорит: знаете, мне кажется, у меня вот это не получится. Мне кажется, что наверное, вот это... Долго ли будет думать режиссерско-постановочная группа? Go away! Энергичность. Независимо от того, выпил ты кофе с утра, успел ли ты поспать, ты всегда должен быть полон энергии, как будто только что родился. В спектакле нельзя повторить сцену дважды, в кино камера – это увеличительное стекло, и каждое слово должно быть наполнено твоей энергией. Стрессоустойчивость. Актер всегда находится под пристальным вниманием режиссера, труппы, зрителей, критиков, журналистов. В таких ситуациях мало надо, чтобы сдали нервы. Поэтому уметь держать удар и не вспылить жизненно необходимо. Наблюдательность.
Наблюдательность – это способность замечать неявные особенности черты характера людей, особенности в их поведении и неявные особенности в каких-либо событиях, фактах или явлениях. Обладая такой способностью, у актера получается создать запоминающийся и интересный образ персонажа. Не помню, про что фильм, но он так играл. Решительность. Именно это качество помогает прийти к выдающемуся успеху в жизни, неукоснительно выполнить то, что решил. А у актеров еще и то, что решили за тебя в рамках предлагаемых обстоятельств. Ну что, теперь вы можете представить, какие качества пригодятся в жизни именно вам? Все? В современном мире уже достаточно много нам известно и доступно различных практик, с помощью которых можно добиться этих результатов. Почему я предлагаю именно актерское мастерство? Во-первых, это часть моей профессии. Во-вторых, большинство упражнений и практик по актерскому мастерству можно выполнять в условиях повседневной жизни. Для тех, у кого мало свободного времени, кто не любит медитации, йогу, духовные практики, но хотел бы заняться развитием своей личности. Поэтому я вам предлагаю теорию и практику актерского мастерства. Нужно прокачивать себя, вкладывать в себя как можно больше, чтобы быть не только профессионалами своего дела, но сильными, отважными и мужественными. Потому что в самых сложных ситуациях помочь себе можем только мы сами. Остается только желание, это уже выбор за вами. До встречи!